Я уже записал 2 полноценных обзора и на Google Home Mini, и на Google Nest Hub, и там я сказал, что она разговаривает только на английском языке, и в принципе русский-то включить можно, но через некоторые, знаете, костыли. Так вот, на YouTube есть одно видео, которое так и называется «Установить русский язык, версия 3 на Google Home Mini». Вот, я про это видео знал, но мне что-то было лень просто им воспользоваться. Так вот, мне сейчас было нечего делать, буквально 10 минут, я думаю, дай-ка я поставлю русский язык на Google Home Mini. И все сработало. В общем, что нужно сделать? Вам нужно отключить вашу колонку Google Home Mini, потом вам нужно поставить в языке ассистента, чтобы первым стоял русский язык, то есть заходите сюда, допустим, Google Home приложение, потом идете в настройки, ассистент и языки, и вот чтобы русский стоял на первом месте. Сейчас у меня почему-то сбился обратно, что английский стоит на первом месте. Но не важно. Вот, отключайте все ваши устройства от домов, то есть вообще отключайте их и настраивайте заново. И в чем прикол? Создаете новые дома. Я сейчас, допустим, создал 2 дома для Google Home Mini и для Google Nest Hub. У меня есть 2 дома, то есть вот дом Google Nest Hub и мой дом Google Home Mini. И дальше просто настраивайте их как обычное устройство, но здесь 2 нюанса. Во-первых, когда вы их добавляете в какую-то комнату, вы создаете новую комнату и просто придумываете свое название, то есть не нужно выбирать какие-то предложенные, а создаете любую новую, допустим, называете ее либо комната, либо кухня, неважно. И второй момент, главное пропускать voice match. Если вы включите voice match, то русский язык не запустится. В общем-то, все подробности есть вот в этом вот видео, я ссылочку на него оставлю в описании, все работает, то есть сейчас покажу пример, как это все происходит. На Google Home Mini у меня сначала русский язык не запустился, но вот прошло буквально минут 5 и все работает. Давайте сейчас вам это продемонстрирую. Hey Google, как дела? Жужжу, не тужу. Ну вот видите, русский язык работает. Hey Google, какая погода в Санкт-Петербурге? Сейчас в Санкт-Петербурге 12 градусов Цельсия и облачно с прояснениями. Сегодня облачно с прояснениями. От 8 до 13 градусов Цельсия. Hey Google, сколько будет 2 плюс 2? Результат 4. Hey Google, а какая погода в Москве? Сейчас в Москве 14 градусов Цельсия и облачно с прояснениями. Сегодня облачно с прояснениями. Hey Google, От... найди мой телефон. Обнаружено несколько телефонов. Первый из них Pixel 2 XL. Хотите ли вы позвонить на него? Нет. Хотите ли вы позвонить на телефон Pixel 2? Да. Телефон уже должен звонить. Оп, все, вот так вот он звонит, разблокируйте, и все, он больше не звенит. В общем-то, как видите, все работает. Теперь давайте покажу, как работает Nest Hub. Теперь мы перешли на кухню. Как видите, вот перед нами стоит Google Nest Hub, и давайте сразу продемонстрирую. Hey, Google, как дела? Все супер, рожка лосица, чечевица, чечевица. Как видите, все работает. Настраивается абсолютно так же, как и Google Home Mini, то есть создаете новый дом, подключаете к новой комнате, которую вы сами создаете, и не включаете Voice Match, и вот Nest Hub сразу начал разговаривать на русском языке. Но здесь есть некоторые ограничения, сейчас покажу какие. Самое главное ограничение, если ты вызываешь, допустим, YouTube, либо YouTube Music на русском языке, она их не показывает, по крайней мере, с YouTube сейчас более-менее что начала показывать, но YouTube Music вообще не показывает. Допустим, вот видите, здесь у меня есть только Google Новости, и все, больше ничего нет. Обычно здесь еще висит вкладочка YouTube Music и YouTube, то есть их можно вызвать из интерфейса. Например, давайте я говорю, Hey Google, открой YouTube. Хорошо, вот YouTube. Вот, видите, YouTube она как бы не включила, то есть, ни самого интерфейса YouTube нет. Давайте теперь попрошу ее по-английски. Hey Google, open YouTube, please. Sure, YouTube. Все, включила YouTube, все работает. Причем, кстати, смотрите, интерфейс, если у нас здесь, допустим, на английском языке, Explore. Try saying, what's the weather tomorrow? Вот, Or все на set a русском. timer. Ой, все на английском, да? Теперь давайте я ее спрашиваю. Hey Google, что ты умеешь? Попробуйте сказать Опс. цена акции Google или какой у тебя знак зодиака. Видите, все уже на русском, то есть интерфейс, в принципе-то, он адаптирован под русский язык, все готово. Просто вот это ограничение от Гугла, что они по какой-то причине не включают русский язык. И, кстати, как видите, разговаривает она нормально, то есть не работоязычным языком, как это было, в принципе, вот буквально недавно. Сейчас они обновили ассистенты, как видите, с серверов все подгруживается, и разговаривает она абсолютно нормально. Ну и вот, кстати, вот ограничение, если, допустим, YouTube не показывается, либо YouTube не показывает, либо YouTube Music не показывается на русском, давайте я вот говорю, Hey Google, включи музыку. Включаю музыку на сервисе YouTube Music. Давайте сделаем потише, чтобы нас не забанили. Вот, и, допустим, интерфейса никакого нет, то есть не показывает интерфейс. Я теперь говорю, Hey Google, open YouTube Music. Okay, YouTube. Давайте снова ее спрашиваем. Hey Google, включи музыку.
Включаю музыку на сервисе YouTube Music. О, сейчас включилось. Короче, видите, оно лагает. Короче, с русским языком какие-то проблемы существуют. Но, в принципе, когда она включит, ну, то есть ты говоришь что-то, она включает. И если она что-то не показывает, говоришь ей, покажи это на английском, и все сразу запускается. Ну, в общем-то, какая-то фигня. Но, как видите, и Google Home Mini, и Nest Hub, они спокойно работают на русском языке. То есть можно с ней играть всякие игры. Допустим, hey, Google, давай поиграем. Хорошо. Я могу Вот, есть русские игры. Ну, кстати, их не слишком много. То есть там, кстати, смотрите, забавный случай, да, сейчас говорю ей, hey, Google, давай сыграем в города. Так вышло, что я знаю все города, а играть в поддавки я не умею. А Алиса умеет, вот, а ты не умеешь. Ну, в общем-то, такая вот штука, просто захотел поделиться. Времени записывать полноценные ролики, к сожалению, сейчас нет, но вот захотел об этом рассказать. Так что ссылочку на то видео, где парень рассказывает, как это все запустить, я оставлю в описании. Здесь, в принципе, вот есть инструкция. В общем-то, все работает, и Nest Hub, и Google Home Mini. В принципе, можно пользоваться, особых ограничений нет, вот, ну, разве что вот на Nest Hub нужно будет интерфейс зазывать на английском через команды, но, в принципе, все работает, вот, и более интуитивно с ним будет происходить общение. Ладненько, все, всем удачи, всем пока.